Привет, друзья! Я Валерий Табаков, этнический болгарин из Киева. И сегодня я хочу поделиться с вами не просто историей, а частью своей личности. Моя самоидентификация – это гордость за то, что я потомок граждан старой великой Болгарии, первого христианского государства на землях современной Украины. Да, вы не ослышались. Задолго до Киевской Руси, в VII веке, в степях Поднепровья, Причерноморья и Крыма процветала держава хана Кубрата, которая уже тогда, в VII веке, была христианской. Для меня эта история не просто факты из прошлого. Это ответ на вопрос «Кто я?». И я верю, друзья, что каждый украинец, каждый из нас имеет право задать себе этот вопрос. Чьи мы потомки? Граждан Великой Болгарии, первого христианского государства на нашей украинской земле, или Киевской Руси, которая, как я покажу, была реоккупантом этих земель. Сегодня я расскажу вам, почему я выбрал свою идентичность и почему это важно для всех нас. Это будет время невероятных открытий, основанных на византийских хрониках, археологии и моем личном пути. Подписывайтесь, ставьте лайки и давайте отправимся в это путешествие вместе. Мы разберем, как возникла Великая Болгария, как она стала христианской, почему распалась и как Киевская Русь заняла ее земли. А в конце я задам вам вопрос: кто вы? Потомки болгар или Руси? Погнали! Как этнический болгарин, проживающий в Киеве, я всегда чувствовал связь с чем-то большим, чем просто современная Украина или Болгария. Когда я начал изучать историю, я понял, мои корни уходят в VII век, в Великую Болгарию хана Кубрата. Это государство, которое византийцы называли Палая Мегале Булгария. Оно охватывало земли от Дона до Днепра, сердце современной Украины. Поднепровье, Полтавщина, Приазовье, Крым – это все были земли моих предков. Кубрат, основатель Великой Болгарии, мой герой. Он объединил болгарские племена Кутригуров, Утигуров, Анагуров и создал мощное государство, освободив его от западно-тюркского и аварского каганатов. Византийский историк Феофан Исповедник называл его древней Великой Болгарией. Столицей, возможно, была Фанагория на Тамане, но центр власти находился в Поднепровье, где в 1912 году нашли Перещепинский клад, могилу самого Кубрата, полную золота, оружия и христианских артефактов. Когда я узнал о Перещепинском кладе, найденном на Полтавщине, я почувствовал гордость. Это не просто археология, это
наследие моих предков, которые жили здесь, в сердце Украины, 1400 лет назад. Но что делает Великую Болгарию особенной? Так это ее христианская душа, о которой я расскажу дальше. Когда я впервые услышал, что христианство пришло на земли Украины не в 988 году с князем Владимиром, а на 3 века раньше, я был потрясен. Это перевернуло мое понимание истории. Кубрат, мой предок, был крещен в Константинополе при дворе императора Ираклия I. Иоанн Никиузский в хронике VII века пишет: Кубрат был крещен и воспитывался в недрах христианства. Его дядя, хан Аргана, крестился еще раньше, в 619 году, получив титул патриция от Византии. Для меня это не просто исторический факт. Это доказательство, что мои предки были частью христианской цивилизации еще в VII веке. Кубрат использовал христианство как инструмент дипломатии, укрепляя альянс с Византией против аваров и тюрков. Византийский патриарх Никифор в бревиарии подтверждает: император даровал Кубрату титул патриция, а его старейшины крестились под покровительством византийских архонтов. Археология подтверждает это. В Перещепинском кладе нашли золотой перстень с крестом и монограммой Кубрата, а также дискос, сосуд для христианских богослужений. Когда я узнал об этом, я почувствовал связь с предками. Кубрат даже основал архиепископию в Корсуне, Херсонесе, в Крыму, который был частью его земель. Там христианство распространялось среди узов и протобулгар. Почему я называю Великую Болгарию первым христианским государством Украины? До нее христианство было в греческих колониях, вроде Херсонеса или у готов в Крыму. Но это были общины, а не государства. Кубрат создал первое организованное государство, где христианство стало идеологией элиты, инструментом единства. Это было здесь, в Поднепровье, за 300 лет до Руси. Для меня, как болгарина, это повод гордиться. Мои предки несли свет веры на эти земли первыми. Но история моих предков не была легкой. После смерти Кубрата в 660-х годах Великая Болгария пала под ударами хазарского каганата. Его сыновья разделили наследство. Аспарух ушел на Дунай, основав первое болгарское царство, которое в 865 году стало христианским. Катрак мигрировал на Волгу, создав Волжскую Болгарию, принявшую ислам в 922 году, а старший сын Бадбаян остался в степях Украины с черными булгарами. Для меня это важный момент. Черные булгары – мои прямые предки, не исчезли. Они остались на наших землях, в Приднепровье и Крыму, хоть и стали
данниками хазар. В договоре князя Игоря с Византией 944 года упоминаются черные булгары как угроза. Это значит, что даже спустя 200 лет после Кубрата мои предки были силой в регионе. Но затем пришли новые игроки. Киевская Русь, и история повернулась драматически. Киевская Русь, которую многие считают началом нашей государственности, возникла в IX веке. Ее центр Киев и Поднепровье – это земли моих предков, земли Великой Болгарии. Но как Русь их заняла? Через завоевание, через оккупацию. Князья Олег и Игорь подчиняли славянские племена, полян, северян и воевали с хазарами, которые контролировали бывшие булгарские территории. Самый переломный момент – походы Святослава в 965-968 годах. Он разгромил хазарский каганат, захватив Итиль и Семендер. Византийский историк Лев Диакон пишет, что Святослав разорил болгарские земли. Это земли черных болгар, моих предков. В договоре Игоря 944 года Русь обязалась защищать Крым от булгар. Это доказывает, что мы, булгаре, были соперниками Руси. Для меня это реоккупация Русью Великой Болгарии. Русь не просто заняла земли, а вытеснила или ассимилировала остатки булгар. Черные булгары либо растворились среди славян, либо ушли на север, став предками чувашей. Но знаете, что поразительно? Русь унаследовала наше болгарское христианское наследие. Кириллица, литургия, церковные традиции – все это пришло через Болгарию, через Ахридскую школу после 927 года. Русь оккупировала наши земли, но усвоила нашу болгарскую христианскую культуру. Как болгарин я вижу в этом несправедливость. Мои предки создали первое христианское государство, но их история была стерта из памяти. Киевская Русь построилась на фундаменте Великой Болгарии, и я хочу, чтобы мы все помнили об этом. Эта история не просто о прошлом, это о том, кто мы сегодня. Как этнический болгарин из Киева, я выбрал свою идентичность. Я потомок граждан Великой Болгарии, первого христианского государства на землях Украины. И я верю, что каждый украинец имеет право задать себе вопрос, чьи вы потомки? Граждан Великой Болгарии, которые несли христианство в VII веке, или Киевской Руси, которая пришла на украинские земли как реоккупант? Для меня ответ ясен. Мои предки, булгары Кубрата, жили здесь, в Поднепровье, строили государство, принимали христианство. Перещепинский клад на Полтавщине – это их наследие, мое наследие. Но я понимаю, что у каждого из нас свой путь. Кто-то видит себя наследником Руси, кто-то болгар, кто-то других народов, населявших Украину. И это нормально. Наша сила в свободе выбора своей идентичности. Великая Болгария
напоминает нам, что история Украины глубже, чем мы привыкли думать. Она не начинается с Руси, она уходит корнями в VII век к моим предкам. И я горжусь, что несу их память, живя в Киеве, в сердце тех самых болгарских земель. Друзья, эта история – часть меня. Великая Болгария хана Кубрата, первое христианское государство на землях Украины, мой родной дом. Киевская Русь пришла позже, заняв эти земли и унаследовав наше болгарское христианское наследие. Я, Валерий Табаков, горжусь быть потомком болгар, и я хочу, чтобы вы тоже задумались, кто вы, чьи потомки. Если эта история вас тронула, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Напишите в комментариях, знали ли вы о Великой Болгарии и как вы видите свою идентичность. Хотите больше таких историй? Дайте знать. Я Валерий Табаков. И до новых встреч.